Всем привет, друзья мои! Приветствую вас на канале Soft Decor. Сегодня мы свяжем корзиночку узором ротанг. Я уже когда-то вязала из трикотажной пряжи, вот решила попробовать из шнура. Покажу вам, как первый ряд вязать, потому что раньше я вязала, там у меня из двух узоров, по-моему, была корзиночка из трикотажной пряжи. Вот покажу, как переходы делать от ряда к ряду. И окантовочка у меня здесь очень простая, просто соединительными петельками. Вот так она выглядит у нас внутри. Вот крючком вязать будем пятерочка. Так, шнур карамель, из которого я вязала в предыдущем ролике корзиночку. Кстати, я ее вязала вот из этих цветов. Спелый мандарин и просто мандарин. Вот они у меня остались. Я решила поэкспериментировать и попробовать связать вот с колокольчиком. Знаете, даже мне понравилось сочетание. Скоро Новый год, и вот какие-то цвета такие новогодние получились, да, мандариновый какой-то, голубенький, снежный. Ну, не знаю, что-то вот мне захотелось такого яркого. Про шнур, ребята, его можно заказать. Я оставлю ссылку под роликом. И по промокоду, у меня там есть промокод, вы можете заказать такой шнур со скидкой 5%. Такой шнур и нитки бисквит, и вообще все, что есть у пряжи Центр, можно заказать со скидочкой. Ну что, вот, наверное, вся информация краткая, и теперь мы начинаем наш урок. Итак, начинаем вязать нашу корзиночку. Круг я уже донышко связала. Как всегда, я вам оставляю вот здесь вот ссылочку, как вязать круг. И мы сейчас сразу переходим к стеночкам. Вот смотрите, чтобы не обрезать наш шнур, что я делаю. Вот вставляю сюда крючок. Вот наша первая петелька была. Вот была петля подъема. Вывожу на ту сторону петлю. Вот здесь такая вот есть перемычка. Цепляюсь за эту перемычку. Вот. Теперь вот эту петельку затягиваем. И выводим петлю. Все, вот мы перешли к нашим стеночкам. Так, теперь делаем петлю подъема. И сейчас мы будем цеплять вот за одну стеночку нашей петли и вот за эту перемычку. Вытягиваем наш шнур. Смотрим, чтобы он здесь вот ровненький был. У меня уже была корзиночка с узором ротанг из трикотажной пряжи. Я вам оставлю вот здесь вот ссылочку. Посмотрите. Там у меня два узора сразу в корзиночке. По-моему, галочки и ротанг. Так. Вот уже вырисовывается, да, наши такие столбики. И так продолжаем вязать до конца ряда. Там покажу вам, как перейти на следующий. Очень легко. И мы посмотрим, как этот узор получится из шнура. Все, дальше продолжаем. Не забываем вот за эти перемычки. И петлю подъема. И вот мы переходим на стеночки. Вот такой у нас аккуратный переход. Все, вяжем до конца ряда, и я вам покажу, как перейти на следующий ряд. Ну вот такой получился первый ряд. Можно вот так немножко его приподнять.
Вот сразу видно, да, вот этот наш переход. Теперь вот у нас еще остается одна петелька, вот одна перемычка. Так, и сейчас мы перейдем уже на следующий ряд. Сейчас вот я петлю подъема не делаю, а вот эту петельку нам нужно вывести вот сюда. Дальше будет немножко проще на следующих рядах, просто это был первый ряд, и тут немножко не очень будет удобно. Так, и все, теперь делаем петлю подъема и продолжаем уже вот между вот этими нашими петлями, продолжаем дальше вязать наш узор. Так. Все. Еще раз, когда дойдем до этого места, я вам еще раз покажу, как перейти на следующий ряд. Поправляйте вот эти ваши столбики, чтобы они были аккуратные. Все, дальше продолжаем уже самостоятельно. Вот так уже вырисовывается наш узор. Ну вот я провязала второй ряд. Очень плотно получается из шнура, мне нравится. Так, у нас остается еще одна петелька. Сейчас еще раз покажу, как переходим на следующий ряд. И дальше уже вяжем столько рядочков голубым цветом, ну или каким вы вяжете, сколько вам нужно. Так, сейчас мы вот за эту перемычку вводим крючок. Так, петельку нашу вытянули. Все, вот наш ряд аккуратненько, да, закрылся. Потянули наш шнур, сделали петлю подъема и дальше вяжем уже наш узор. Так, сейчас еще одну петельку провяжу, чтобы вам уже лучше был виден наш узор. Так. Все, и дальше продолжаем уже сами. Поправляем наши вот эти столбики, чтобы они ровненькие вот такие были. Все, и продолжаем уже столько, сколько вам надо вязать одним цветом, потом перейдем на другой цвет. Ну вот, я провязала, сколько у меня получилось? Раз, два, три, четыре, пять. 5 рядочков. Так, вот последнюю петельку. И сейчас я вам покажу, как перейти на другой цвет. Так, сначала мы делаем все точно так же, как делали до этого при переходе на другой ряд. Крючок за перемычечку, петельку на эту сторону вывели. Берем другой цвет. Вот не знаю, мне очень нравится почему-то вот это сочетание колокольчика и мандарина. Я обрежу шнур. Можно немножко его подпалить. Так. И дальше вяжем уже нашим мандарином.
Хвостики я прячу. Так. Петлю подъема. Там все подтягиваем. Вот и все. Переход я вам показала. И уже дальше вы можете менять столько цветов, сколько вам нужно. Все. Соответственно, здесь точно так же мы соединяем, как соединяли и вот эти рядочки. Все, дальше уже ваша фантазия. Вяжите, какими цветами хотите и сколько рядочков тоже. Ну вот, я уже сколько связала. Я еще взяла третий цвет. Спелый мандарин. То есть вот это просто мандарин. Это спелый мандарин. Вот, получается, я здесь связала 1, 2, 3, 4, 5 рядочков, потом 3 мандарина, 2, 5 колокольчик и 3 еще спелые мандарина. Очень плотная такая корзиночка из этого шнура получается, мне нравится. Так, у меня остался вот еще, да, еще одна петелечка. И я сейчас, наверное, сделаю окантовочку соединительными петлями. В принципе, посмотрите, ее можно и так оставить, да? Она и так довольно симпатична и без окантовочки. Но я попробую сейчас все-таки провязать еще ряд соединительными петельками, чтобы еще такой был более плотный наш вот этот край. Так, значит, вот я закончила. Сейчас я сразу, вот уже не соединяю, как я соединяла, да, ввожу вот сюда крючок, вытягиваю наш шнур и сразу соединительный, все, петелькой соединила и пошла по кругу. Между нашими вот этими столбиками вводим крючок и соединяем. Мне кажется, так край будет более плотный, но это уже вы на ваше усмотрение. Можно есть и рачий шаг, даже, по-моему, у меня где-то в первых моих роликах. Надо, кстати, посмотреть, что у меня там есть, уже сама не помню. Может, стоит показать вам, связать. Пишите, девочки, в комментариях, интересно вам вот окантовочки разные. Раньше модно было таким рачьим шагом вязать. Если я на ютубе у себя не найду, я тогда свяжу. Вы напишите, интересно вам будет или достаточно информации уже и так на YouTube. Ну все, так я вяжу до конца. Да, я думаю, так вот он намного плотнее. Ну что, вот такая у меня получилась окантовочка. Конечно, да, край стал плотнее. Так, сейчас мы заканчиваем уже. Так, еще одну. Так, сейчас я посмотрю. Даже, наверное, нет. Нет, еще одну, да. И сейчас закрою вот с этой петелькой. Вырезаем, вытягиваем. Сейчас я возьму потоньше крючок и вот с этой петлей соединяем. Теперь с этой. Все, видите, какой у нас ровно, аккуратный получился. А этот шнур теперь нужно вот туда. Сейчас мы его туда вытянем.
И у нас получится красота. Все. Вот, даже и не видно, где соединяли почти. А там сейчас этот шнур нужно спрятать вдоль стеночки крючком или иголочкой. Сейчас я возьму иголочку и спрячу наш шнур. Ну вот, я иголочкой вот такой вот спрятала наш шнур. Ай. Сейчас покажу примерно как. Вот так вот за перемычки наши. Все, я его обрезаю. И можно немножко подпалить. И спрятать его. Я потом еще крючком аккуратнее его спрячу. Ну что, вот и все. Смотрите, переход у нас вот здесь должен был быть с обратной стороны. Вот, ну вот, только видно, да, что вот так вот он на бок шел, чуть-чуть видно, а с этой стороны ничего не видно. Если хотите, можете ее еще отпарить, но, знаете, мне даже кажется, что и не стоит. Она довольно-таки хорошо держит форму. Вот. Ну, результатом я довольна. А вы, как вам урок? Понравился? Если понравился, ставьте ваши пальчики и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем хорошего дня. До свидания.